Чи можна вважати цю атаку з боку Ірану фактично відкритим оголошенням війни щодо Ізраїлю? Як описав цю ситуацію, зрештою, і президент Ізраїлю Іцхак Герцог? Він сказав, що це схоже на війну, на оголошення війни. Безусловно, это является таким актом начала войны, но следует учесть, что мы находимся в очень сложных и враждебных отношениях с Ираном уже очень много лет после революции, когда Хомейни захватил власть в Иране. Поэтому для нас это состояние войны просто сейчас приобрело совершенно новый вид, очень такой, я бы сказал, беспрецедентный, можно назвать, потому что атака более 330 крылатых ракет, баллистических ракет, дронов на Израиль — это очень серьезная атака, которая была проведена иранской армией. Атака полностью провалилась их, потому что были сбиты 99% всех этих ракет, дронов и так далее. Действительно, я слышал, как вы говорили о том, что был нанесен небольшой ущерб авиабазе в Неватим, это в Негеве, в южной части страны. Но опять же, этот кратер, который вы показывали, он в принципе ничего собой, никакого ущерба не нанес. Вроде бы один из самолетов от осколков был немного поврежден, но учитывая вот такую массивную атаку и то, что было, жаль только одной маленькой бедуинской арабской девочки, израильской гражданки, которые осколки нанесли серьезный ущерб, и она уже прошла несколько операций. Будем надеяться, что она выживет. Вот и это все ущербы, которые вот эта атака принесла. Еще следует отметить, что часть баллистических ракет, которые были выпущены, это по американским источникам, они оказались неисправными, что тоже свидетельствует не слишком высоком уровне подготовки и боеспособности иранской армии. Ну вот такая ситуация. У нас в країні говорили про те, що Іран, наприклад, тестував свої безпілотники, дрони «Шахеди» через Росію по Україні тривалий час. І там іранські, розробники цих «Шахедів» мали змогу спостерігати, наскільки ці дрони ефективні, як вони себе показують у бойових умовах. Стосовно ракет, Іран, ходили чутки, що збирається Росії ці ракети передати. Бачимо, що під час цього обстрілу іранські ракети показали себе не дуже, скажімо так, доволі неякісними. За рахунок чого, на вашу думку, вдалося настільки успішно цю атаку відбити? Чи тому, що до неї готувалися і були попереджені ізраїльські сили ППО і так далі? Бачимо одну із ракет біля Мертвого моря, яка підбита була, знищена, і от вона лежить буквально там на узбережжі. Отже, за рахунок чого вдалося настільки ефективно цю атаку відбити? Чи це дійсно координація зусиль і розвідки, і сил ППО, і союзників, які допомагали Ізраїлю цю атаку відбивати? І що буде далі? Чи Іран буде продовжувати в тому ж дусі, на вашу думку? Чи буде відповідь Ізраїлю зараз? Бо кажуть, що поки що перенесли цю відповідь на майбутнє. Вы правы, это действительно в комплексе, надо сказать, что все помогло. И подготовка израильской армии, в которой были четкие разведданные, и ПВО Израиля, которое было полностью готово и находилось в полной боевой готовке, и, вне всякого сомнения, помощь союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Иордании. Иорданские летчики были в небе и встретили довольно большое количество вот этих дронов, которые они сбивали. Это и Египет, который тоже помогал, и Саудовская Аравия, и даже Бахрейн. Тут были совместные усилия коалиции, которая действовала против Ирана и доказала Ирану, что они ничего не могут сделать против такой коалиции. Ответная реакция, вот сейчас говорят и думают, какая должна быть ответная реакция. Иран пока заявил, что на этом он не будет, это как бы была атака, и все, больше он атаковать не будет. Посмотрим, какое будет решение военно-политического комитета израильского правительства. На мой взгляд, надо использовать это не ответными какими-то военными ударами, которые приведут к эскалации, и вот эти опять будут нанесены удары по Израилю, а надо использовать вот этот шанс для того, чтобы создать новую архитектуру безопасности Израиля с умеренными арабскими режимами, Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией, и Бахрейном, и Эмиратами во главе с Соединенными Штатами Америки и Великобританией и союзниками по НАТО, как Франция, для того, чтобы создать новую
архитектуру безопасности, чтобы Ирану было неповадно нас атаковать. Я думаю, что вот это представляет сейчас очень хороший шанс, и этот сценарий тоже обсуждается у нас. Іран цією атакою, ймовірно, навіть прискорив ці події, тобто фактично пошук порозуміння між Ізраїлем, Саудівською Аравією і іншими країнами арабського світу, яких ви перерахували. Як, на вашу думку, може зараз змінитися і підхід до організації безпеки, облаштування формату безпеки на Близькому Сході з боку Ізраїлю, з боку Сполучених Штатів, і чи дійсно будуть от вище згадані арабські країни більш охоче зараз йти на такі домовленості, на такую співпрацю? Я думаю, что арабские страны, да, захотят, потому что это тоже в их интересах. Я хочу подчеркнуть, что, например, в арабских странах абсолютное неприятие таких террористических организаций, как Хизбалла, как Хамас. Египет просто не приемлет эту организацию, ведет против нее давнюю борьбу. И Саудовская Аравия против Хамаса, потому что это движение мусульманских братьев, это идеологическое, военизированная террористическая такая организация, которая ищет способ, как создать хаос в умеренных арабских странах. Поэтому тут есть общий интерес у нас, это наши общие враги, надо объединяться. И в Израиле это понимают это в этих умеренных странах, но, как всегда, требуется, скажем так, роль ведущего вот в такого рода переговоров. И, конечно, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в этом. И уже сейчас они ведут, скажем так, переговорный процесс, чтобы убедить всех сесть за стол переговоров и найти решение к самой главной проблеме. Это проблема безопасности, которая нас всех волнует здесь, и которую мы должны решить общими усилиями. Вот тут как раз я довольно настроен оптимистично, потому что тут сейчас создается очень хороший шанс, и американцы, безусловно, это используют. Тем более сейчас предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, и я думаю, что президенту Байдену тоже хочется показать какой-то успех вот на арене Ближнего Востока, что тоже ему поможет быть переизбранным. Нью-Йорк Таймс пише про те, що саме президент США Байден переконав прем'єр-міністра Нетаньяху не наносити негайного удару у відповідь по Ірану після нічної атаки, бо, мовляв, нібито деякі члени уряду були за таку атаку в Ізраїлі, мається на увазі члени уряду Ізраїлю. Але ця розмова Байдена і Нетаньяху все змінила, і відсутність якоїсь значної шкоди внаслідок цього удару Ірану теж була аргументом за, щоб зараз не відповідати. Як ви думаєте, чи дійсно в подібному ключі відбувалася розмова діалог між Байденом і Нетаньяху? Чому американський президент саме наполягав на тому, аби по Ірану зараз не бити, не загострювати цю ситуацію? І, власне, чи йде мова зараз про якийсь інший конструктивний план з боку США, як ситуацію на Близькому Сході все ж таки врегулювати в конструктивному руслі, дійсно, в плідному для всіх і вигідному для всіх? 100% президент Байден говорил в этом духе с Нетаньяху, потому что президент Байден и вообще США не заинтересованы сейчас в какой-то эскалации. И более того, я могу вам сказать, что это не в интересах Израиля сейчас создать какую-то ситуацию, в которой будет эскалация и будут военные действия против Ирана, потому что это очень сложно воевать на несколько фронтов. И не следует забывать, что в Израиле тоже сложная ситуация с северной границей, где Хизбалла прокси Ирана, который полностью выполняет инструкции и указания Ирана. И у них тоже большие количество ракет и военизированные подразделения, и они тоже рвутся в бой. Это тоже надо принимать во внимание. Поэтому никому сейчас не выгодно, не в интересах никого. Даже Иран заявил о том, что он делает эту атаку, и все. Если не будет израильского ответа, он больше ничего делать не будет. То есть сейчас не в интересах никого продолжать вот эту эскалацию. И поэтому Байден 100% это объяснял Нетаньяху, но в кабинете Нетаньяху есть горячие головы, есть не самые, к великому сожалению, я должен это констатировать, не самые умные люди, которые требуют атаки и сразу, и возмездия, и реакций. Эти люди не понимают, эти люди не служили в армии, они даже не понимают, что это такое. Это тоже такая странная ситуация, что в военно-политическом кабинете сидят люди в Израиле, которые все годы своего существования воюют, и если министры, которые не служили в армии, еще говорят о том, как надо армии действовать, что тоже вызывает не только удивление, но и, я бы сказал, такое большое разочарование
и даже в какой-то степени злость у многих граждан Израиля, дети которых и которые сами сейчас находятся в армии, были в резервистской армии вот эти последние полгода. Это такая сложная ситуация, но я думаю, что Натаньяху хватит, скажем так, политической воли не сделать какой-то глупости, иначе мы все окажемся в довольно сложной ситуации. Кстати, президент Байден четко сказал Натаньяху: если Израиль будет атаковать, американцы не будут участвовать в этой атаке и не будут помогать Израилю выходить из этой сложной ситуации. Это такое очень серьезное предупреждение. И несмотря на вот всякие такие, скажем так, милитантские заявления в израильском правительстве, все прекрасно понимают, что без Америки ничего невозможно продолжать какие-либо действия против Ирана, поэтому я думаю, что это их успокоит. Для меня один из сигналов, который говорит о том, что по всей вероятности не будет никакой реакции в ближайшие дни, это то, что сегодня управление по делам тыла армия Израиля объявила о том, что все возвращаются в обыкновенную рутину, и дети могут ходить на кружки. Сейчас у нас пасхальные каникулы начинаются, но дети могут ходить на кружки, дети могут быть во всяких там детских лагерях, устраивать специальные мероприятия. Отменяются все, скажем так, все те меры, которые были приняты до этого, которые не разрешали людям собираться вместе, быть рядом с бомбоубежищами, сейчас все это отменили. Поэтому это тоже один из сигналов, что, по всей вероятности, прямой какой-то военной реакции на действия Ирана не будут. Пане Аркадію, дякую вам дуже за коментарі, за цю розмову. Сподіваємось дійсно, що ситуацію вдасться вирішити з користю для всіх і для загальносвітової безпеки. Звичайно, в цьому напрямку тут і Україна абсолютно зацікавлена, щоб так розвивалися події. Аркадій Мілман з нами був на зв'язку.